Город Иркутск. Набережная. Река Ангара. Вышли прогуляться. Сейчас пойдем вдоль набережной. Пойдем смотреть всякий парк, скверы. Так вот, если посмотреть течение, это достаточно быстро, льда нету. Собор Богоявления, немножко с другого ракурса, немножко за елками. И набережная. Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении Героя Советского Союза генерал-лейтенанта Белобородова А.П. второй медалью «Золотая звезда» за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками, дающее право на получение звания Героя Советского Союза. Наградить Героя Советского Союза генерал-лейтенанта Белобородова Афанасия Павлатьевича второй медалью «Золотая звезда», соорудить бронзовый бюст и установить его на постаменте на родине награжденного. Вот такие дела. Москва, Кремль, 19 апреля 1945 года. Вот такие дела, вот такие герои. Ну и соответственно здесь у нас имеется вечный огонь. Вечный огонь мы сейчас тоже посмотрим. Смотри, какие лавочки. Сбербанк спонсировал. Иркутск. Город замечательный, даже увлекательный. И во многом фантастичный. Так подобрались и его природа, и жители. Такова его история, а отчасти и настоящая. А.В. Луначарский. Писатель и первый нарком просвещения. Такие дела. Лавочки с посланиями. Очень интересно. Давайте тут посмотрим. Иркутск сочетает в себе старину и современность. Это трудно, и это мало кому удается. Но это именно то, что его делает особенным. Кристиан Монтень, президент Генерального совета департамента Верховная Савойя. Ну, как-то так. Так, ладно, все лавочки мы читать не будем, это слишком долго. Читаю я нудно и отвратительно. Посмотрим вечное. Я думаю, сюда ведь можно, да, заходить? Мы же ничего не нарушаем, следы есть, люди ходят. Так, почему-то все получается против солнца. Ну да ладно. Подвиг отдавших жизнь за отчизну без смерти. Посмотрите, какое сооружение. Как вы думаете, что это? А это у нас получается Иркутская областная филармония. В данном конкретном случае это органный зал. Выглядит, конечно, потрясно.
В общем, просто смотрите, просто любуйтесь. Я не знаю, что именно это, потому что табличек с описанием я не вижу. Но, если честно, похоже на какое-то захоронение. А там у нас елка и ледовые скульптуры. Сейчас мы пойдем их смотреть. Так, здесь у нас огромный пешеходный переход. Нам должны уступать. Вроде как уступают. Ой, летит. Посмотрите, какая красота. И это все ведь льдом. Сделано из льда. Бриллиантовая рука. Очнулся, упал, очнулся гипс. Красиво. Так. А это у нас из фильма Гайдая «Спортлото 82». Все помнят этот момент, когда они на мотоцикле летели в гору, и он еще держал бочонок с вином. А потом он уронил бочонок с вином, и они поехали обратно за ним. Забавный фильм, надо будет пересмотреть. Если разделить вам, Вот такие дела. 30 января 23 года Леониду Ивановичу Гайдаю было бы 100 лет. А здесь мы видим автомобильчик. Я даже предполагаю, из какого фильма этот автомобильчик. Кавказская пленница. Да-да-да. Кавказская пленница. А вот еще трон. Все на нем фотографируют. Трон из знаменитого фильма «Иван Васильевич меняет профессию». Здесь у нас впереди такая огромная елка. Просто огромная. Волшебные яблоньки с яблоками. Там впереди еще какие-то скульптуры ледяные. Сейчас тоже их посмотрим. Посмотрите, какая она здоровая. Даже кадр не урезает полностью. Красота. Фонтан замерзший. Но как же елка без Деда Мороза? иди сюда. Тоже ледяные скульптуры. Сколько было проведено работы? Красота. А мы идем к следующей скульптуре. Главный женский. Что это значит? Главный женский.
это, походу, у нас Дед Мазай и зайцы. Сейчас больно молодой Дед Мазай. Ну и конечно же, как же я мог пропустить 2023 год. Год кролика, год зайца, как правильно. Собственно, поэтому Дед Мазай и зайцы. Собственно, поэтому вот такой вот 2023. Вот такой вот зайчик с цветочком на попе. А все это, кстати говоря, проходит на площади перед гостиницей Ангара. Сегодня нам с погодой действительно повезло. Ветра практически нет. Светит солнышко. Прям, ну, очень хорошо. Очень здорово. На улице всего градусов где-то 14. Ну, прям тепло. Тепло. О, так это еще не все. Вот впереди еще ледяные скульптуры. Ух, скользко. Чуть не упал. Ага. Ледяной лабиринт. Так. Все узнали зайца. Заяц, ты меня слышишь? Слышу. Ледяной лабиринт. Детям нравится. А этого медведя узнали? Умка. Классно. Очень красиво все и классно. Потрясно. Вот такой выход. Ну что ж, пойдем дальше. Так, куда мы пойдем? Куда-нибудь туда. Госбанк СССР. Кто бы мог подумать. Иду я, значит, по улице. Дома, машины, вроде все такое. И понимаю, что мне это место напоминает Питер. В Питере есть похожее местечко. Также дорога уходит за поворот налево. Дома старенькой постройки. Историческая, так сказать, центр. В этом здании в годы Великой Отечественной войны работал патронный завод. Вот так вот. Все для фронта, все для победы. Очень много здесь вот таких вот табличек на домах. А вот еще небольшой сквер со скульптурами, с горками. Пойдем посмотрим на обезьянок.
бычок золотые рожки и обломанные ушки. Биг Бен. А вот детишки что-то читают. Давайте посмотрим, что они читают. Оп. Сами Деда Мороза. Нет, это не Дед Мороз, это какой-то Иван. Вообще больше похоже на это, как это, Холодное сердце. Глазки у него замечательные. Ну да, Холодное сердце, вот снеговичок. Я шашлычок. Ангелочки. Опять лабиринт. Биг Бен. Двухсторонняя горка получается. Туда и сюда. Там покруче, здесь более пологая. Ладно, пойдем дальше. Нам еще сегодня предстоит пройти очень много. Ну и куда же нам без этого товарища? Вперед, товарищи! Только вперед! Без него никак. А вот у нас бабр. Старорусское обозначение тигра. Заимствованное через посредством тюркских языков из фарси. Из фарси, господи. В якутском языке это слово бабр означает амурского тигра. Как геральдическая фигура существовала с 1642 года на гербе Якутска. С переносом места размещения сибирских воевод с февраля 1690 года стал геральдическим символом города Иркутска. Статуя выполнена из бронзы. Высота фигуры 3,65 метра. Ширина 4 метра. Ее стоимость составила около 8 миллионов рублей. Такие вот дела. Ну, как обычно, средства были выделены из бюджета города Иркутска. Модный квартал. Впереди у нас модный квартал. Туда мы идем. Сейчас там надо будет что-нибудь перекусить. Улица Седова. Дом 10, дробь 1.
Забрались повыше, чтобы виды были получше. Всем жителям города Иркутск огромный привет. Всех с Новым годом, с Рождеством. Всем здоровья крепкого, счастья. Красиво у вас тут, красиво. Надо будет еще как-нибудь летом здесь погулять. Я думаю, летом здесь будет не менее красиво. Ну а мы продолжаем свое движение. Надо все-таки перекусить. Коронавирус. Не слышал. Народу тьма тьмущая. Торговый центр. Тоже все украшено под Новый год, под Рождество. У нас с какими-то, знаете, восточными напевами. А вот, кстати говоря, то самое мерцание. Вы посмотрите, какой самовар. Хороший экземпляр. Есть такая интересная статуя, скульптура. Русалка с рогами. Выполнена из дерева. Странно, но красиво. Сейчас самовар. Кофе и вкусняшки. Любим мы кофе и вкусняшки. Я предпочитаю кофе с молоком. Как говорят, кофе вымывает кальций из костей. Молоко, наоборот, укрепляет кости. Вот мы клин клином вышибаем. Так, надо нам каким-то образом... Ага, во. Вот сюда мы сейчас пойдем. Посмотрел по карте. Сейчас нам надо, получается, вниз, налево, направо. И выйдем на мост. Вон он там впереди мост. Хе-хе, надо туда нам попасть. Хочу прогуляться по мосту над рекой Ангара. Посмотреть на нее сверху. По набережной гуляли, теперь хочу посмотреть сверху. И вам показать. Вот о чем и была речь, что современное вперемешку со старым. Как-то так. Сейчас дождемся зелененького и пойдем навстречу солнцу. Мост академический. Именно туда нам и надо. Справа у нас здоровенный торговый центр. Всякие там Спортмастер, Окей, Ярко, еще что-то там, МВидео, KFC. Ну, в общем, всякая всячина. Целая куча всего. Нас это не интересует, мы все это уже 100 раз видели.
А вот Академический мост, я ни разу на нем не был. А вы? Так что пойдем. Тротуаров, конечно, здесь, может быть, они и есть, но ничего. Есть небольшая натоптанная тропиночка. По ней будем пробираться. А что делать? Есть у нас еще небольшая проблемка. В комплекте с камерой шел всего один аккумулятор. И, к сожалению, это мало. Это мало, короче говоря. Один аккумулятор, это мало. Осталось всего лишь 40% заряда. Вот. А еще так хочется погулять. Еще хочется поснимать. Ну и так, наверное, уже материала много наснимал. Не знаю, ну что там все из этого получится. Что оставим, что вырежем, что удалим. Вот. Ну, в общем, будет такими кусочками, нарезками. Постараюсь это все как-то смонтировать, объединить, чтобы это было более-менее приятно глазу. Ну, а там как получится. Я, как говорится, не волшебник, не монтажник. Я только учусь. Вот. Да, народу в торговом центре, судя по припаркованным автомобилям, очень много. Прям... Ну да ладно. У нас вот такая тропинка. Что-то она все хуже и хуже. Я надеюсь, что по мосту ходить можно. А то же есть мосты, по которым нельзя пешеходом ходить. Ай, будь здоров. Солнышко яркое. В общем, запрещающих знаков я пока не вижу. Обычно они в начале моста стоят, что там пешеходам нельзя, велосипедистам нельзя и все такое. А если знаков я не вижу, значит, там можно пройти. И что самое интересное, я вижу, что там даже тротуар почищен по мосту. Значит, там точно можно ходить. Иду я, значит, вот оттуда, вот от той заправки. Вот там наверху я вообще был. Модный квартал. Вот. И надо было, оказывается, мне пройти по низу. Вот здесь по парковке. И вот здесь по лесенке вверх подняться. Но... Кто знал? Мы не ищем легких путей, мы чтоб наверняка, чтоб 100% попасть на мост. Вот мы и выбрались на более-менее нормальный тротуар. Тут даже что-то как будто с колясками кто-то ездил, следы есть. Или это от велосипеда. Не знаю. В общем, ходить здесь можно. Это радует. Это радует. Ярко Молл, торговый центр. Да. Деревья покрыты инеем вдоль реки. Так, внимание, туман, гололед. Ну, в принципе, да, асфальт блестит. Кажется, что это асфальт, на самом деле все это покрыто тоненькой корочкой льда. На самом деле это ледок. Голый асфальт так не блестит. Тут даже ограничение 50 км в час.
Кстати говоря, я ошибался по поводу того, что город Иркутск миллионник. Оказывается, всего лишь 600 с небольшим тысяч населения. А я-то что-то думал, миллионник. Нет. Чуть больше полмиллиона. 600 с чем-то там тысяч населения города. Да, вот колесо обозрения. И, судя по всему, оно не работает. Или работает? Нет. Нет, колесо обозрения не работает. Не крутится. Стоит на месте. Мост Академический. Я все думал, что же это там впереди такое за стена. А это, оказывается, плотина, ГЭС на реке Ангара. Очень красиво. Деревья покрыты инеем. Над рекой идет пар. Смотрите на эту красоту. Река Ангара. Для тех, кто ее ни разу не видел. Вода чистая. Красиво. Но все, кто едут на машинах, они не видят ничего этого. Они ничего этого не видят. Чтобы это увидеть, надо ходить пешком. Или ездить на большой машине, где сидишь повыше и обзор получше. Вон уточки плавают. Куда делись? Только что видел. А, вон они. Вон наплывают. Ныряют. Блин, какая вода чистая. Вообще. Давно я не видел, чтобы в реке была такая прозрачная вода. Обалденно. И что самое интересное, льдом не перетянуто от слова совсем. Даже по берегам, вот прям вот, где только вот течения нету, немножко есть ледок. А так прям берега вот абсолютно чистые. А там, оказывается, вдоль реки железная дорога, вон электричка едет. Не спеша, так потихонечку крадется. Ну, а мы уже... Чем мы уже? Мы уже почти на середине моста. И то, что я могу видеть, речка-то не глубокая получается. Во всяком случае, в данном конкретном месте. Может быть, конечно, за счет того, что вода чистая и хорошо видно дно. Но все-таки, мне кажется, глубина здесь небольшая в этом месте. Вот там чуть подальше, может быть, и поглубже.
Там даже как будто течение помедленнее. Но именно здесь очень быстрое течение. И прекрасно видно дно. А рыбы не видно. Рыбы я не вижу. А вот еще один поезд поехал. Хи-хи. Это уже не электричка. Это уже не электричка. Впереди какие-то непонятные сооружения. Что-то как-то на карте они почему-то ничем не обозначены. Там вот я вижу надпись Байкал, а на втором вообще что-то непонятное. Какая-то египетская пирамида. Сегодня мы погуляли славненько, забрались достаточно далеко. Обратно пешком идти я не хочу, поэтому мы заказали такси. Сейчас приедет Toyota Prius. Ехать нам 15 километров до нашего дома на колесах, поэтому пешком идти обратно я уже не хочу. Хватит. Сейчас такси приедет и домой. А вот и наше такси. А вот и наша Toyota Prius. Так, опять же, правый руль. Садимся наперед.